Мелеет река. Скоро тут отдельное озеро будет. Сейчас допьешь и про самов начнешь рассказывать. Да есть тут сом, только его сеткой ловить надо. Да иди толкни. Давай отвязывай. О! Застряла! Обойди. Я же говорил, мелеет. О, а тут бревно какое-то. Отодвигай. Хорошо здесь. Привет. Кофе будешь? Пена изо рта и носа уже не выделяется. Выделяется только сукровица. А это означает, что в воде он пробыл не меньше 3 дней. Причина смерти, я так понимаю, утопление. Пока не знаю. Но абсолютно точно то, что в воде он оказался еще живым. Подскользнулся, упал, не умел плавать, например. Но вот вопрос. Почему мы в таком случае не видим на берегу его одежду? Что может быть прекрасней разгрузочного дня? Зиновий Викентьевич, хочу вас попросить взять отдельно пробы донного ила, воды и грунта в заводе и в речке. Просто поразительно. Как некоторые любят командовать это все. Олег Анатольевич, хотите круассан? Да, не откажусь. Грунта, донного ила и воды. Раздельно. Слушаемся и повинуемся. Олег Анатольевич, вы спросить что-то хотели? Да, я хотел узнать причину смерти. Мне бы тоже очень хотелось ее узнать. Надо установить личность срочно. Вот тут я абсолютно с вами согласна. Ольга Викторовна, я запустил программу. Отлично. Начинается самое интересное. Эй, народ! А куда вы мою табличку дели? Здравствуйте, Роберт Адольфович. Как-то вы так быстро. Раз-два и в дамки. Да, у некоторых так получается. Но это, как говорится, не вашего ума. Я слышал, вы табличку свою искали. Можете вот взять себе на память. Но не хотите, как хотите. А что это вы, Степан Степанович, опаздываете? Вы ведь теперь простой судмедэксперт, член коллектива, так сказать, рядовой. А дисциплина, она для всех одинаковая. Да, кстати, вот возьмите, ознакомьтесь, это приказ. С сегодняшнего дня в этом бюро новое руководство. В лице меня. Ну что ж, я вас поздравляю, Роберт Адольфович. Но хочу
вам заметить, что вы даже не представляете, в какую ситуацию вы вляпались. А вот фамильярности я не потерплю. Мы с вами, Степан Степанович, за одним столом не сидели и водку не пили. Так что идите-ка вы работать. Я надеюсь, вы еще помните, что входит в обязанности обычного судмедэксперта. Помню. Помню, не волнуйтесь. Помню. Желаю вам удачи. Так, и что? Будет похоже? Уверен. Вы видели восстановленный облик Рамзеса II? А Нефертити? Она ведь, оказывается, была не такой уж красавицей. Так, мы здесь за красотой не гонимся. Нам нужно идентифицировать человека. Сколько это займет? Ну, думаю, полчаса, не больше. Понятно. Итак, Ростик, какие будут мысли? В чем причина смерти? Не знаю, Инга Викторовна. А вы? Сейчас выясним. Трупные пятна обильные, темно-синего цвета, равномерно покрывают все тело. Это говорит о том, что тело переворачивалось течением воды. То есть он утонул не там, где мы его нашли? Правильно. А если мы найдем одежду, мы узнаем, где он утонул. Ростик, перед нами классическое сухое вздутие. Легкие на разрезе сухие и весят ровно столько же, сколько легкие живого человека. Это подтверждает наше предположение. Он утонул. Человек может захлебнуться меньше, чем за полминуты, и легкие не успевают наполниться водой. Да. Так, Степан Степанович, давай вот сюда свои вещи. Я вот эту ерунду в любом случае давно собиралась вышвырнуть. Спасибо, что приютила. Да не расстраивайтесь. Можно же побороться за свое кресло. А нет. Уйду я на пенсию, если здесь никому не нужен. Инга, я нашел утопленника. Привет, Степаныч. Бахарев Василий Николаевич, 77-й год рождения, пропал 11 августа. Так, надо срочно его родственников искать. Ну да, жену везут уже. Идем, кофе попьем и как раз все обсудим. Что происходит? Степан Степанович, да хорошо все будет. Ну, тело в воде находилось от 3 до 5 суток. Причина смерти – механическая асфиксия водой. Несчастный случай или это насильственная смерть, я пока сказать не могу. Следов, побоев, синяков, ничего такого нету. Как обычно. Голову насильно под водой не удерживали, остались бы характерные следы. В теории мог сам. А что еще? Биоматериал отправил на токсикологию, но, судя по изменениям внутренних органов, погибший был наркоман. Инга, а что у тебя в кабинете делает Степаныч? Работает. У нас новый заведующий бюро, ты не в курсе? В смысле? В прямом. Подожди, а Степаныч? На пенсию собирается.
Алло. Да, привет, Марк. Да, слушай, вечер был отличный. Нет, это уже слишком. Знаешь что? Нет, даже не уговаривай. Марк, мне работать надо. Все, пока. Да, похож на Васю. Вот здесь получше видно. Но я не... Последний раз я его видела больше года назад. Ведь мог измениться. Вы говорите, он утонул? Угу. Когда я смогу забрать тело, чтобы его похоронить? Где вы меня? Ну, пожалуйста. Олег Анатольевич. Здравствуйте. Ах ты ж дрянь. А ты матери родной даже не сообщила, что сыночек мой Васенька утоп. Спокойно. Женщина, вот сюда присядьте, пожалуйста. А может, это ты его того, а? Ты всегда хотела Васеньку моего за Свету жить из-за квартиры. Змея ты подколол. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это ваш сын? Зинаида Захаровна, как же это я могла вашего Васеньку ненаглядного утопить? Я даже не знаю, где он был все это время. Да и Васенька ли это? Я не уверена. Пожалуйста. Ой, Васенька. Ой, сыночек. Да на кого же ты меня покинул? Это все она, это все она. Держите секунду. Подождите здесь, пожалуйста. Теперь вы, пожалуйста. Это не мой муж. Что? Что ты такое говоришь, Анка? Что ты такое говоришь? Что ты имеешь? Инга Викторовна, у вас есть КД. Зиновий Викентьевич, можно вас попросить? Идемте со мной. Пожалуйста, проводите даму в допросную. Да, конечно. Пойдемте. Одна из них врет. Надо понять, кто. Разберемся. Анна Сергеевна, значит, вы уверены, что погибший не ваш муж? Да. Человека, с которым я прожила почти 15 лет, я бы узнала. А как вы объясните то, что мать его опознала, а вы нет? Моя свекровь находится на учете в психдиспансере. Так. Она все путает. Шизофрения. Анна Сергеевна, по рассказам вашей свекрови, травмы ее сына совпадают с травмами найденного нами тела. Это говорит о том, что погибший мог быть ее сыном и, соответственно, вашим мужем. Нет, она лжет. Я знаю, зачем. Она хочет унаследовать имущество Васи. Квартиру в центре города и деньги. Вполне возможно, что мой муж еще жив. То есть наследница она, а не вы? Так написано в его завещании. Мать Бахарева была активной прихожанкой церкви Божьих Жнецов. Жена Бахарева сказала, что он тоже посещал это место. Вы думаете, это имеет отношение к происшествию? Возможно. Ну так идите работайте. Все свободны.
Олег, а ты к божьим жнецам? Да. Давай вместе поедем. Хочу посмотреть на них. Ну, поехали. Привет, Ин. Привет, Что тебя Мак. украсть? На кофе. Мы в одно место собирались съездить с Олегом. Это тебе. Без ножа режешь. Но твои цветы уже ставить некуда. Олег, Не хочу мешать. Кофе ж важнее расследования. слушай, ну я сделала свою работу как эксперт. Что, я чашечку кофе не заслуживаю в хорошей компании? В хорошей компании. Завидует мужик. Слушай, я тут на днях симпатичное местечко нашел. Может, поедем, посмотрим? Поехали. Оружие есть? Нет, можете проверить. Можете проходить. Пастырь Всеволод, милости Божией. Капитан Гончар. Полагаю, вас к нам привела мирская суета? Меня к вам привели чужие грехи. Где мы можем поговорить? У меня нет тайн от братьев моих по жатве. Я прошу от них правды и сам честен с ними. Ибо сказано в книге провозвестника Иоанна, что посеешь, что и пожнешь. Я думал, это пословица. Вам знакома вот эта женщина? Жница Зинаида. Усердна и скромна. Усердна настолько, чтобы оставить вам все свое имущество. И скромна, чтобы ничего не просить взамен. Я слыхал, что у вас так принято. Если кто-то из жнецов решает поделиться мирским со своими братьями, я не препятствую. Значит, на то воля Божья. Ну да, ну да. А вот это тоже ваш жнец? Да, припоминаю его, но смутно. Приходил он ко мне за благословением. Возжелал отправиться в странствие, я ему не препятствовал. Время молитвы. Прошу меня простить, начинается дневная молитва. Присутствие посторонних в нашем храме крайне нежелательно. Ну да. Проведи. Не стоит. Я знаю, где выход. До свидания. Не рано ли начинаем, Степан Степанович? Не поверишь. Сил моих больше нет терпеть. Как увижу эту рожу, так и хочется запустить в нее чем-нибудь. Это ты о своем преемнике так отзываешься? Преемник. Ты бы видел его. Интеллекта ноль, профессионализма ноль. Зато амбиции выше крыши. Гибрида профессию меняет на старости лет. Понимаю тебя, Степа. Я, когда на пенсию вышел, чуть не выл от скуки. Ну, а вот потом
стал книгу писать. Кстати, как там твоя книга издается? Сложный вопрос. С одной стороны, как всякий автор, я хочу донести свое творчество до людей. А с другой стороны, какой я буду отец, если возьму деньги у Марка после того, что у них с Ингой произошло? Пока не решил. Не знаю. Степ, ну не гони коней. Ты же через полчаса так наклюкаешься. Смотри, тремор начался, бутылка дрожит. Степа, хватит. По совокупности признаков тело долго находилось в стоячей воде. Потом прошли ливни, и тело всплыло и было унесено течением вниз по реке. А какие признаки? Ты серьезно? Вот они все. Водная, почвенная микрофлора, пейзажный спектр насекомых, водорослей, планктона. Я понял. Где находится эта стоячая вода, знаешь? Конечно, знаю. Смотри. Это может быть здесь или вот здесь. Ты со мной? Да. Инга. Это что? Это мы отдыхали по работе. Инга. Олег Анатольевич! Идите сюда. А я тут кое-что интересное нашла. Может быть, это его крестик? Хотя вообще странно. Из всей одежды только крестик. Не голый же он ходил. Бахарев посещал церковь Божьих жнецов. Может быть, это оттуда. А может быть, это крестик кого-то из прихожан, кто его в воду столкнул? Возможно. Давай, давай, Ростик, бросай. Да не здесь, дальше, за кувшинками, там, где течение. Да, Ростик, спасибо, молодец. Время засек? 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. Ясно, супер, все, да, давай, манекен не забудь. Здесь могли сбросить его труп. Ну да, в теории. Время и скорость течения совпадает. ДНК-тест пришел. Наш утопленник Бахарев. Если труп у Бахарева от силы неделя, где он скрывался весь год до исчезновения? Я чувствую, здесь как-то эта церковь Божьих жнецов замешана. Да, возможно. Тем более они что-то темнят. Вот смотри. Церковь зарегистрирована на Соболеву Дарью Егоровну. Я по ней не нашел никакой информации. Никто она, ни откуда. А пастырь Всеволод – это никто иной, как Савченко Всеволод Сергеевич. В прошлом врач-психотерапевт, работал в клинике «Психос» 2 года назад, пока его не поперло новое руководство. Из одной психушки перебрался в другую. Ну, он не просто перебрался, его уволили за сексуальное домогательство к пациентке. То есть пастор после увольнения решил назначить себя наместником Бога на земле и открыл приход. Довольно прибыльное дело для бывшего психиатра. Да. И самое интересное в этом всем, что вот здесь, вот,
находится та самая клиника, в которой работал пастырь. Да. Да не может быть. В смысле? А ты уверен, что это не ошибка? Ага. Я приставил слежку к матери Бахарева. Как оказалось, не зря. А вы нас с Толиком не подбросите поближе к бюро? С каким еще Толиком? Друга нашел. В дом входил? Вас ждал, как вы и приказывали. Отлично. Здравствуйте, полиция. Она мертва. Ладно, разберемся. Ваня, забери ее. Это не я! Это не я! А вот, судя по всему, и причина смерти. Самоубийство? Да она была единственной наследницей шикарной квартиры в центре города. У нее были вложения, акции. Она ненавидела свою невестку так, что вернулась бы с того света. Но чтоб сама туда, я не верю. А я тем более. Вы же не собираетесь буянить? Я пообщался с вашими знакомыми. Они все говорят, что перед исчезновением Вася собирался с вами разводиться. Так что вам была выгодна его смерть. Анна, мы все равно все узнаем. Вопрос времени. А вот чистосердечное будет вам в плюс. Все как-то по-дурацки получилось. Василий застал меня с любовником. Хотел разводиться и оставить меня ни с чем. Тогда я решилась. Убить? Да что же все время про убийство? Ну зачем мне это? Мне деньги были нужны, а не тюрьма. При обыске у вас в квартире была найдена справка из психиатрической клиники «Психос» о невменяемости вашей свекрови. Вот она. На ней подпись главврача. Так это для того, чтобы имущество получили вы, а не она. Им всего-то надо было подержать его там год. А за это время я бы с имуществом его разобралась. Так вот, где он все это время был. Интересно. А сколько вы им заплатили? Сколько запросили, столько и пришлось заплатить. А что мне оставалось? Я не для того 15 лет терпела эту сумасшедшую семейку, чтобы остаться ни с чем. Договаривались с кем? Там всем заправляет главный. Долго еще, господа? Вы мешаете мне работать. Сколько вам заплатила Бахарева, чтобы вы здесь удерживали ее мужа? Молодой человек, для нахождения ее мужа в стационаре была прямая причина. Во-первых, его диагноз. Во-вторых, состояние его здоровья. А насчет суммы, увы, благотворительные взносы наших дарителей анонимны. Кто сколько может, так сказать, с миру по нитке.
Вы у нее спросите. Спросим, не сомневайтесь. Когда вы видели Савченко в последний раз? Савченко. А, это который с раздвоением, да? Так сегодня утром на обходе. Я про того, кто работал здесь до вас. А, вы о моем предшественнике. Ну, в тот день, когда принимал клинику, уже лет 5 прошло. Но теперь ему сюда вход заказан. Его охрана даже на порог не пустила. Кстати, вы знаете, почему его уволили? Капитан, то, что искали. Спасибо. Не понимаю, о чем он думал, когда… Инга, Бахарев находился здесь почти год. Выписан в связи с завершением курса лечения и значительным улучшением общего состояния. Вы серьезно? Вы его выписали в день его смерти. А вот эта запись здесь появилась после того, как он сбежал. Это единственное, что я мог сделать для того, чтобы спасти нашу репутацию. Да, вы правы. Он сбежал. Инга. Так, мужики, продолжайте. Так, в эту палату его перевели 3 дня назад, прямо перед выпиской. Все чисто, вымыто, проведена дезинфекция. Вряд ли мы что-нибудь найдем. Окна и двери открываются специальной ключ-картой, которая есть только у персонала клиники. Это значит, что в исчезновении Бахарева замешан кто-то из них. Записи с камер наблюдения смотрел? Да. Они снимают вход, но Бахарева там нет. Ключ-карту. Пожалуйста. Бахарева перевели в палату на 1-м этаже. Откуда он сбежал? Или его похитили? А в любом случае, его самовольный уход из клиники был кем-то тщательно спланирован. Так, а что если… А что если что? Инга, а ты мне не объяснишь случайно, что происходит? Вот это самая короткая дорога от клиники «Психос» к месту гибели Бахарева. Ага. Он и его похититель шли здесь. Ты была права. Тихо, не трогай руками. Держите. Так. Дозу транквилизатора ему, судя по всему, накануне вкололи уменьшенную. Иначе самостоятельно он не смог бы идти. А вот здесь, посмотри, видишь, ветки обломаны и трава примята. Они боролись. И ему вкололи 2-ю дозу. А потом его должны были тащить волосом. А так и есть. Супруга не похищала Бахарева. Ей это невыгодно, и она его не убивала. Ей было нужно, чтобы он еще минимум месяц в клинике пролежал. И укол сделан очень профессионально. Я думаю, что нательный крестик обронил не Бахарев, а его похититель. Он же убийца. Опять мы вернулись к жнецам. Но кто убил мать Бахарева? А знаешь, я думаю, что я смогу тебе ответить на этот вопрос.
Я знаю, кто убил обоих Бахаревых. Жена Бахарева отправляет Бахарева в психушку и держит его там год для того, чтобы Бахарева признали без вести пропавшим. Ей смерть Бахарева была невыгодна вообще. Ну да, была бы выгодна, она убила бы сразу. Именно. Дальше. Убийца проникает в больничную палату, выводит Бахарева через окно, ведет в сторону озера для того, чтобы сымитировать естественное утопление. О чем это говорит? Инга Викторовна, вы здесь свою версию демонстрируете или загадки нам загадываете? Давайте как-нибудь покороче, рабочий день давно уже закончился. Если совсем коротко, убийца работает в клинике «Психос». А почему не работал? Савченко мог бы подсуетиться ради наследства своих жнецов. Тем более, что клинику он знает как свои 5 пальцев. И он там столько лет работал главврачом. Савченко после публичного скандала, который произошел в клинике, даже на порог этой клиники ступить не может. Плюс в клинике ежемесячно обновляются электронные коды доступа. Инга Викторовна, перестаньте кривляться и докладывайте, пожалуйста, по форме. Дальше. Смерть матери Бахарева тоже пытались выдать за несчастный случай. Если бы не вот этот маленький след от укола. Укол сделан очень профессионально, а у нее слабые вены. Плюс убийца заставил ее проглотить несколько таблеток. Это о чем говорит? Это медработник. Именно. Ну а какой мотив у этого медработника? Зачем кому-то из них ее убивать? Вот это завещание, по которому в случае смерти Бахарева все переходит матери Бахарева. А в случае смерти матери Бахарева… Что-то вы темните. Говорите загадками. Ну ничего, скоро здесь все будет по-другому, знаете ли. Если вы знаете имя убийцы, почему не ловите? Черти, что происходит? На сегодня все, но завтра по-другому все. Я уже начинаю скучать по Степанычу. Слушай, я тоже. Ростик, что с отпечатком пальца на крестике? Удалось идентифицировать? Она есть в нашей базе данных. Проходила по малолетке. Вы издеваетесь? Почему я ни сном, ни духом про эти отпечатки на крестике? Да там малюсенький совсем фрагмент. Только выяснили. Какое счастье, что он ушел. Угу. Эх, дядя Степа. Я требую адвоката. Что вам известно о завещании Зинаиды Бахаревой? Я ведаю духовным, а не материальным. Серьезно? А вот если посмотреть на ваши ботинки и часы, то складывается совсем другое мнение. После смерти своего сына Бахарева должна была унаследовать большое состояние. Ценные бумаги, активы, престижная квартира в центре. Так а мне что с того? Вы в курсе, что она завещала все это третьей стороне? Мои братья по жатве делают очень много добрых дел. За каждым не уследишь. Да. Действительно, вы это не уследили, иначе бы знали, что все досталось вам. Не верите? Вот официальный текст завещания, заверенный нотариусом. Я еще раз повторяю. Я требую адвоката. Заводить. Проходите, присаживайтесь. Свободен. Дарья Егоровна, вот это ваше? Нет. Может, поближе посмотрите? Нет. Странно. А отпечатки пальцев на крестике ваши? Вы же на службу не в резиновых перчатках ходите, верно? Вы же их только в больнице надеваете? В клинике? А еще надели, когда кололи Бахареву смертельную инъекцию. Ты же сказала, что ты не работаешь в клинике. Что ты уволилась оттуда. Мне осталось работать месяц. Так это ты жницу нашу?
При ней жница рассказывала, что сынок ее все ей переписал. В случае ее смерти все нам перейдет. Дурак ты. Только я знаю, что под юбки бабам лазить. Я ради тебя старалась. Дура ты! Ты думала, что из-за денег не нужнее будешь? Сука! Так, сел на место. Присаживайтесь. Ну что ж, друзья, я предлагаю считать эту мизансцену вашим признанием в убийстве Зинаиды и Василия Бахаревых. А тому из вас, кто начнет говорить первым, я обещаю скидочные купоны на вкусную питательную баланду. Я ничего говорить не буду. Ну ладно, тогда я расскажу, как все было. Вы, Всеволод Сергеевич, уговорили мать Бахарева переписать на вас, на вашу церковь, все, что ей досталось по завещанию от сына. А вы, Дарья Егоровна, организовали побег Бахарева из клиники, а также пытались сымитировать его случайное утопление. Я никого не уговаривал и ничего об этом не знаю. Она все сама. Да ну перестаньте. У вас в секте за последний год уже 5 таких случаев. Смерть, наследство, смерть, наследство. К вам деньги рекой текли. Нет? Молчать будете? Да, это любовь. Вы, ребята, стоите друг друга. Думаешь, это любовь? Ты о ком? О Соболевой. А? Ну, все может быть. Любовь, она иногда такие странные формы принимает. А ты бы могла убить из-за любви? Ну, сложный вопрос. Не знаю. Хотя вот знаешь, Олег, вот если бы… Ладно, я поехала. Давай, до завтра. Пока.